органы нагревной части. Это тушение стойки шасси, эффективно разлитого топлива внутри под самолетом. Подавать как стол, время движения. Просто задача выполнить. Показал, что он может попадать в тот определенный, где происходит очаг возгорания. Такой как мотогодова. У нас является основным пожарным аэродромным автомобилем 13-тонник. А также у нас есть скоростной автомобиль, который вы видите на базе МАН. Автомобиль быстрого реагирования, аэродромный автомобиль быстрого реагирования, который прибывает первый. Расскажите, пожалуйста, о вашем аварийно-спасательном подразделении в целом. Значит, наше подразделение «Спасоп», служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Эта служба создана для того, чтобы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с воздушными судами, такими как пожар или иные аварийно-спасательные мероприятия, которые могут произойти, чтобы мы вовремя отреагировали и по максимуму смогли оказать содействие пассажирам при эвакуации из воздушного судна. А также способ создана для тушения пожаров на объектах, которые находятся на территории аэродрома. Какая техника есть в вашем подразделении? Значит, в нашем подразделении специальные аэродромные пожарные автомобили на базе КАМАЗ и на базе МАН. КАМАЗы у нас 13-тонные, АА 60-65. Также КАМАЗ есть 12 тонны и 8 тонны. Всего 7 автомобилей. Мы поддерживаем 8-ю категорию по уровню требуемой пожарной защиты аэродрома. В каком режиме работает аварийно-спасательное подразделение? Значит, наше аварийно-спасательное подразделение состоит из 4 смен, работают сутки 4 строя. 8 часов утра заступают на дежурство, 8 часов утра дежурство передают по смене. Какие виды пожаров может тушить ваше оборудование, ваша техника? Значит, наши автомобили предназначены для тушения пожаров розлитого топлива, истекающего топлива, пожаров органов приземления шасси и двигательной установки. С какими силами аэропорта вы взаимодействуете? Значит, при необходимости мы можем вызвать дополнительные подразделения МЧС, на это у нас имеется соглашение, а также мы взаимодействуем с авиакомпаниями, такими как Уральские авиалинии, УКТУС и региональные поисково-спасательные базы. Также при необходимости мы можем вызвать медицину катастроф. Спасибо. На данном плакате мы видим, как тушение стойки шасси и особенности, меры безопасности при тушении органов приземления. Также тушение пожаров в силовых установках, это вот двигатель, тушение истекающего
розлитого топлива. Также на плакате видно способы проникновения при невозможности выходов в аварийные, через аварийные трапы, аварийные выходы и основные выходы, то есть проделывание специальных проемов для покидания пассажирами потерпевшего крушение там, или там, аварию воздушного судна. Ну, также на этом плакате еще вот наглядно видно, что это самотушение в грузовых отсеках. Грузовой отсек, ствол-пробойник. Если нет возможности его открыть, то есть стволом пробойником делается пробоина, и уже огнетушащие вещества поступают к очагу возгорания. Схема открытия аварийных выходов различных воздушных судов. То есть проводится занятие, мы показываем основные запасные выходы и люки, чем они оборудованы, как двери открываются, выпускаются трапы. То есть это вот у нас вся плакаты, документации, пожарно-техническое вооружение, которое стоит у нас на автомобилях. Вышка оборудована у нас радиостанциями, как с бортом воздушного судна, руководителем полета и аварийно-спасательными подразделениями. Также имеется система оповещения ОПАС. Вот можете посмотреть, работает, это значит все нормально. Если что-то происходит, будет гореть тревога красным. Красное табло, значит уже необходимо будет приводить в движение все наши подразделения по месту происшествия. То есть диспетчер, помимо того, что он наблюдает, он также ведет радиосвязь и связь со всеми взаимодействующими силами, которые будут привлечены. Это и подразделения АСК, нештатные расчеты, также дополнительное подразделение при необходимости МЧС, ну и другие органы. Также всю работу свою он будет фиксировать в журнале, то есть когда получил, от кого получил, что произошло, в каком районе. Взлет-посадку каждую, это вот у нас взлетно-посадочная полоса, он наблюдает. То есть самолет приземлился, смотрит, что никаких нарушений, возгораний, ничего нету, проводил его взглядом и наблюдает, как говорится, за остальными, которые уже будут последующие. А также помимо внимание, которое он уделяет на взлетно-посадочную полосу, он также смотрит на объекты, которые есть. Если что-то на объектах, какое-то задымление или пожар, тут же объявляет тревогу, выезд такой-то район, вижу возгорание. Пожарно-спасательный расчет у нас с разведкой выезжает, выясняет, при необходимости уже мы смотрим, сколько сил и средств необходимо будет. Также помимо этого пожароопасный период, то есть по периметру идет наблюдение. Если видим какое-то возгорание, задымление, сразу сообщаем в Центральное управление кризисных ситуаций МЧС России по Свердловской области для взаимодействия и ликвидации, тушения, которые могут за территорией аэродрома. Они возникают у нас, особенно когда вот пух был, это каждый день, то есть мы сообщали. Со стороны Арамиля горит, либо в поселке Кольцово увидели возгорание, то есть такие будет. Было, что и выезжали, потому что когда были сильные пожары, все подразделения МЧС работали, у них не было свободных ни сил, ни техники, то есть мы выезжали, тушили сами тут. Ну, благо, что у нас позволяла категория, что мы могли свои силы поделать. Аэропорт 29, господин Кольцово, Старший добрый день, ветер уделили 250 градусов 6, порывы 10 метров в секунду, воздуха 26 метров, так разрешаю. Сейчас будет садиться воздух. 261. Информация прошла, наш диспетчер уже знает, с какой стороны идет посадка, на какую полосу идет. От курса. И если меняется у нас либо взлетно-посадочная полоса, либо курс посадки, информация доводится.
потому что даже тот же самый ветер, вы обратили внимание, что мы на него обращаем внимание. Потому что если ветер усиливается или меняется, уже расстановка в случае чрезвычайной ситуации вокруг воздушного судна, она тоже будет меняться. Единственное, с воздушными судами у нас связь, мы только их слышать можем, то есть выходить мы напрямую на них не имеем права. Мы только слушаем, как он заходит на курс. А320. Новый Нео. Ну, все. По борту, что там, сколько народу, какие возможные и неполадки на самолете. Вот, ну и далее по обстановке действуем. У нас существует аварийный план. Согласно аварийного плана мы занимаем исходные позиции вдоль воздушно-посадочной полосы в зависимости от курса. Вот. Ну, у нас еще существуют нештатные расчеты, помимо нашей штатной службы, которые приезжают к нам на помощь. То есть начальник смены у нас, он организовывает взаимодействие с нештатными расчетами. Вот, то есть это есть и скорая помощь, ну то есть САП, все вот службы, которые в аэропорту, у них выделяются, есть расчеты для аварийно-спасательных, и все, они прибывают к нам на помощь. По необходимости еще привлекается МЧС, то есть у них согласно расписанию выездов определены пожарные части, которые следуют к нам сюда на аварийную посадку воздушного судна. Все, то есть там определена техника, у них своя техника, они прибывают, ну, и вот также начальник смены организует взаимодействие с ними при необходимости. Вот, пожалуйста, 4-я КПП.